Приветствую всех на канале Scale Journal. Сегодня я занимаюсь газ-тиром от звезды, и в этот раз я решил закончить работу с нижней частью корпуса бронеавтомобиля. Я уже определился с положением колес, сделал их немножко повернутыми, получается, налево. Вот, можно посмотреть, вот таким образом они у меня будут стоять. Сейчас с колесом прикину. То есть примерно вот в таком положении. Сейчас я загрунтую нижнюю часть, на которой располагается у нас подвеска, баки, защита, и буду приклеивать ее на место. Надо уже здесь закончить, чтобы уже можно было спокойно работать с остальной частью и уже стыковать боковины. Собрал я всю нижнюю часть, ну и, соответственно, поставил газ-тигр на колеса. Сейчас днище просто у нас покрыто грунтом, соответственно, здесь некоторые элементы я еще буду прокрашивать необходимыми цветами. Как раз сейчас займусь изучением фотографий, чтобы сделать покраску. Ну а в данный момент газ-тигр уже может стоять на колесах, и можно уже будет далее приступать к окраске внутренней части салона, установке кресел, стеллажей, ну и так далее. Покрыл всю нижнюю часть черной краской 001. Сейчас необходимо закрыть масками колесные арки, и буду красить цветом пустыни темно-желтая. Затем нужно будет еще замаскировать и покрасить вот эти две части. Они будут краситься в цвет небесный серый. Покрасил я в цвет темно-желтая пустыни. Как-то он мне не очень нравится в итоге. Сейчас попробую вот этим цветом перекрыть. Это брезент хаки, акрилик. Разводил стандартным родным разбавителем. В общем-то, получившийся цвет мне нравится больше. Напомню, это был акрилик брезент хаки F120. На нем я и, пожалуй, остановлюсь. Им же буду покрывать стены и потолок внутри бронеавтомобиля. Есть небольшие подплывы, да, под маски. Не плотно прижал, но это не проблема. Я аккуратно кисточкой подправлю, и думаю, будет не сильно заметно. Собственно, сейчас буду дальше маскировать и подкрашивать элементы следующим цветом. Следующий цвет — это небесная серая 0206. После очередного нанесения краски и снятия масок мы имеем вот такой результат. Сейчас я сделаю небольшую паузу, продумаю, какие цвета мне нужно наносить дальше, и продолжим. Еще одно небольшое обновление. Перекрасил я сидушки. Теперь цвет мне нравится намного больше. Единственное, конечно, надо будет немножко поработать с ними либо со смывкой, либо с фильтрами, но в целом цвет мне уже нравится. Ну, в принципе, их можно сиденье пока убрать, и покажу, что сделал еще. Так, это у нас пока все без клея. Приборную панель, соответственно, я уже вклеил. Также вклеил руль, покрасил рычаги. И, кстати говоря, по совету Владимира
все-таки добавил пару капелек клея на приборную панель. Теперь она еще более глянцевая, вот эти сами стекляшки. Ну, в принципе, да, стало интереснее. Ну и на камере, мне кажется, уже этот эффект должен быть больше заметен. Еще что сделал. Прошелся внутри салона сухой кистью. Немножко создал протертости в районе сидений, там где, по идее, бойцы спецназа топчутся ногами. Это под водительскими сиденьями, здесь сиденьями. Также протер сухой кистью все грани внутри салона. Но приборная панель уже была до этого обработана сухой кистью. Также еще вот эти накладки прошелся сухой кистью. По салону пока что все. Теперь что касается стеллажей. Пробежался я по ним смывкой, попробовал новую смывку от фирмы Model Lab. У меня как-то был обзор, что мне пришла посылка с вот этой химией, но все повода не было попробовать ее. Ну вот наконец-таки нашел место, где ее можно попробовать в деле. Наносил прямо на краску без использования лака. В принципе, результатом доволен. Единственное, есть нюанс при работе с данными смывками. Она очень быстро седает, но при этом очень легко перемешивается. Вот. Как решается проблема с быстрой усадкой? То есть нужно использовать не из банки, а брать небольшое количество и наливать в какую-нибудь палетку. Ну, то есть буквально там где миллиметр, там может полтора. И когда будете подчеркивать кисточкой, вы просто будете автоматически перемешивать, и, соответственно, проблем никаких не будет. Просто если использовать ее прямо из банки, то ее необходимо периодически будет закрывать и стряхивать, чтобы пигмент не оседал. Еще был покрашен термос под алюминий и покрасил еще огнетушитель. Нравится мне, как получился. Этот огнетушитель будет прикреплен к стеллажу с коробами АГС. Также, кстати говоря, как и термос. И еще, помнится, я в первой части по гастигру говорю, что насчет лебедки у меня есть кое-какие идеи. Ну, вот, собственно говоря, удалось реализовать задумку. Я срезал там пластиковый трос, имитацию, точнее, пластикового троса, и свил трос самостоятельно из медной проволоки. Ну и намотал его сюда. Результатом я доволен. Чуть позже я еще сделаю крюк и установлю на место, здесь накину полностью. Можно будет уже докрасить. Ну и пока вил трос для лебедки, случайно сплел себе еще один трос большей толщины. И по стечению обстоятельств вышло так, что толщина примерно такая же, как у троса, который идет у нас на один из бортов. Соответственно, с вероятностью в 90% я вот этот пластиковый трос заменю на трос из проволоки. Только срежу пластиковую часть коуша, или как они там правильно называются, вот эти крепления. Ну и ставлю сюда медную. Смотреться, мне кажется, будет намного интереснее. Ну и форму можно придать любую. Приклеил все элементы салона на клей. Что еще было дополнительно сделано? Прошелся серой смывкой от Wilder NL04 по креслам, по сиденьям, и черной смывкой от Pacific 01V прошелся по вот этому столику. Здесь у меня все уже приклеено, поэтому здесь уже меняться ничего не будет. Возможно, еще здесь немножко потом припылю с помощью пигментов. Стойка также уже приклеена, как можно заметить. Приклеил также и огнетушитель, и термос. Да, еще поработал немножко с лебедкой. Ну, в данный момент можно не обращать на цвет, она еще только покрашена в базу. В дальнейшем металлический трос будет дорабатываться с помощью фильтров или, возможно, полужидкой краски. Ну и сам агрегат лебедки тоже буду еще тонировать. Она еще у меня не приклеена. Возможно, еще придется подровнять длину троса, ну, то бишь уменьшить его. Вот, ну и добавил также еще крюк.
крюк вытачивал из, ну точнее не вытачивал, вырезал из пластика толщиной 1 мм. Ну, просто вырезал все лишнее обычным цанговым ножом. Отверстие делал с помощью ручной мини-дрели. Это видео буду заканчивать. Ну а в следующий раз я приступлю к работе с боковушками. Надеюсь полностью их покрасить и подготовить к приклеиванию. Спасибо, что посмотрели данное видео. Также я рекомендую обратить внимание и посмотреть эти видео. А также не забывайте посещать мои страницы в социальных сетях и мой личный сайт. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.